Доброе утро всем! Тбилиси нам желает счастливого пути. Мы уезжаем в горы, и сегодня я покажу вам другую Грузию, места, от которых захватывает дух. Выехали очень рано, дети спят в машине. Смотрите, какое количество фур у обочины. Сейчас еще нет снега, а вот когда заметет, бедные эти водители-дальнобойщики неделями могут здесь стоять. Давай ручку. Сделали остановку на Женвальском водохранилище. Это второе водохранилище по величине в Грузии. Сейчас покажу вам красоту. В начале 80-х жители Женвали и других поселков, которым было суждено уйти под воду, расселили, а рядом с водохранилищем был построен новый населенный пункт Женвали. Людей очень много. Здесь на этой остановке останавливаются все маршрутки, которые едут в Гудаури и на Казбеки. Место для фото не очень удачное, потому что толпа. Проезжая по военно-грузинской дороге, невозможно не остановиться. Не верится, что всего в 40 километрах от Тбилиси это красота. Здесь базарчик, куча сувениров. Ну, естественно, все втридорого, поэтому покупать здесь ничего не советую. И есть вот такие качельки за 5 лари, можно на них сфоткаться. Здесь под водой много старинных храмов. Одну из затопленных церквей можно увидеть и сегодня, весной, когда уровень воды падает. На поверхности сначала появляется огромный крест и затем сам храм. Ты что? Она больше тебя, эта шапка, Алис. Она больше тебя. Где Алис? И когда мы куда-то выезжаем, у нас начинается «хочу кушать», да, Алис? А у нас есть в машине что? Каша. Нет, каши нет. Есть пирожки. Глубина этого водохранилища 75 метров. А в январе и феврале, если вы сюда приедете, оно немножко мельчает, и там на дне будут видны некоторые домики, строения, которые там находятся под водой. Наш путь отсюда дальше пойдет в сторону Ананури, в сторону крепости. Ну и потом уже в Гудаури. Если вы едете в сторону Гудаури, эту средневековую крепость вы точно не пропустите. Крепость Ананури играла значительную роль в многочисленных войнах между местными феодальными князьями и реставами и за свою историю ни разу не была взята штурмом. Крепость Ананури построена в слиянии, в ущелье двух рек, Видзатхеви и Арагви, и построена таким образом, что ни одно войско не могло пройти незамеченным. Здесь все сохранилось достаточно неплохо. За несколько столетий не рухнули каменные стены и башни. Много лет назад мы с Асей стояли в этом месте, и вот этого заборчика не было, и к этой часовенке можно было подойти. Помню, еще Бадри нас сфотографировал прямо в этом месте. А сейчас поставили забор, и вход запрещен. Все еще можно лицезреть Успенский Спасский храм со старинными фресками, главную башню, баню и звонницу. Ниже замка сохранилась старая дорога и старый мост, который периодически затопляет вода из водохранилища. Алиса, ты все время что-то ешь. Потихоньку, Алиса, потихоньку. Дай ей руку, Тая. Не была здесь больше 5 лет, и сейчас едем в Гудаури, горнолыжный курорт будем проезжать. Конечно, мы едем только на 1 день, жаль, что мы на лыжах кататься не будем, но там будут очень красивые виды, красивые смотровые площадки, и сегодня вам все покажу. Почему ты кашляешь, а? Пирожок, ты яблоком подавилась или что?
Опять ешь. Давай заканчивай, столько кушать нельзя. Ладу еще, мама. На яблоко говорит Вава. Мама. Скажи яблоко. Вот не могу не показать вам эту дорогу. Алисин Лило везде с нами. Она его уже и тут на забор подцепила, чтобы посмотрел на реку, на течение. Видите слияние? С одной стороны черная вода, а с другой светлая. На самом деле это одна река Арагви, нет отдельно белая Арагви или черная. Просто они сливаются, ну и так называют, что белая Арагви и черная Арагви. Но это все одна река, стекающая с гор Казбеки. Алиса, ты не свалишься? А мы продолжаем свое путешествие по военно-грузинской дороге, медленно поднимаясь все выше и выше в горы. Лило у меня в сумке, наверное. Точно? У нас остановка на обед, потому что маленький человек проголодался. Заказала ей куриный суп, а нам хинкали. Ждем, пока готовится. Нужно быстренько кушать, а то не успеем на Казбеке подняться засветло. Давай, сейчас буду дуть тебе, хорошо? Очень горячий. Горячий. Нет лучше и вкуснее кухни, чем грузинская. Ты хинкали будешь? Горячий. Все поели. Сейчас мы едем в сторону Гудаури. От этого места до Гудаури буквально 15 километров. Сейчас вас удивлю. У нас в Карпатах горнолыжный сезон начинается где-то в конце ноября. Уже трассы, дуйки, снега много. Вот. А здесь, в Гудаури, горнолыжный сезон начинается 20 декабря, перед Новым годом. Представляете? А в прошлом году начался вообще 10 января, потому что снега абсолютно не было, и дуйки не могли надуть достаточное количество для катания. Сейчас будем проезжать, покажу вам эти лысые горы. Где-то на вершинах, кстати, лежит снег. А вот этот придорожный ресторанчик, в котором мы обедали, очень-очень вкусно, все домашнее и недорого. Вот всем рекомендую это место. Дорога в Казбеке – это, наверное, самая интересная из всех дорог Грузии, поэтому выезжайте пораньше, чтобы успевать делать остановки и все увидеть. Вот мы уже очень-очень высоко, проехали несколько горных перевалов, впереди снежные вершины, красотища. Грузия – одна из моих любимых стран, в которых я была. А была я в 40 странах точно, а может и больше. Это арка дружбы народов, ее я вам покажу немного позже. Смотрите, какие огромные стада овец. Чем ближе мы к российской границе, тем больше фур стоит, ждет своей очереди. Ну что, вот мы в Степансминде. Здесь мы пересядем на другую машину, чтобы подняться еще выше и увидеть Казбек. Сейчас поднимемся на джипе на Казбеке, и будет адская дорога. Мы с Асей поднимались 5 лет назад, она чуть не вылетела, так кричала сильно. Алису посадили сзади с мамой, между ними, чтобы она не ударилась. А вот насчет дороги вышло неожиданно. Еще 5 лет назад, когда я была здесь последний раз, здесь все было разбито, проехать было невозможно, очень тяжело и только на внедорожнике. А сейчас посмотрите, как гладенько и как все сделали за эти годы. И вот мы на вершине. Троицкая церковь в Гергете расположена на высоте 2170 метров у подножия Казбека вдоль военно-грузинской дороги, прямо над поселком Степансминда.
уже скандал. Она уже хочет пчелкам мед пробовать, а мы поднялись на Казбеке. Внизу видно Гергети, деревню. И сейчас с другой стороны я вам покажу гору Казбек. Она вся в снегу уже. Где пчелки, говорит? Сейчас поедем к ним. Спать хочешь? Да. Вот он, величественный Казбек. Я не знаю, будет слышно или нет, позади нас снежная вершина, это гора Казбек. Именно в этом месте многие чувствуют что-то особенное. Мы же просто долго стояли и любовались красотой. Такой ветер сильный, Алиса сейчас уснет в машине, будем уже спускаться вниз. Неудивительно, что многие решают поселиться в палатке прямо у церкви и провести так несколько дней. Также здесь часто останавливаются альпинисты, желающие подняться на Казбек. Это помогает им адаптироваться к высоте. Возмутитель спокойствия. А что ты шапку сняла? Где шапка? Давай оденем. Тая нашла котика. Смотрите, какое количество машин, да, и сколько желающих подняться сюда. Ой, боже мой, не падай, Алиса. Собака уже в шоке, хочет сбежать от тебя, по-моему. Ветер ужасно холодный. Поднимемся на еще одну смотровую площадку. Опа, вставай. Сейчас мы едем на арку Дружбы народов. Ты жуешь? До арки Дружбы народов нам ехать буквально минут 20, и мы пьем грузинское вино. Сюда часто приезжают свадьбы. Не подходи близко. Отойди, Алиса, отойди. Ударит, отойди, говорю. Здесь есть лошадки, конячки, а мы поднимаемся к арке Дружбы народов. Это большое полукруглое сооружение с видом на долину Дьявола в горах Кавказа. На всей внутренней поверхности памятника выполнена мозаичная фреска, которая изображает сцены из грузинской и русской истории. Эту арку Дружбы народов построил известный грузинский скульптор Церетели в 1983 году в честь дружбы двух народов – российского и грузинского. Давай. Что видно? Ты в шапке. Здесь на мозаичной фреске есть надпись «Слова Руставели». «Другу верный друг поможет, не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце, а любовь в пути звезда». Двигаемся к нашей машине и сейчас поедем дегустировать мед. Алиса целый день ждала этого момента, если она не уснет. Она хотела к пчелкам попасть сегодня. Кто это к нам пришел? А? Какаша. Какашка, точно. Что ты сегодня как какашка себя вела, да? Это точно, ты себя описала прям. Алиса весь день ждала дегустации меда. Липовый мед. Вкусный? Я мед не особо люблю. Вкусно? And very popular honey is this. А это у нас каштановые цветы, дорогие мои. Оля, слезай быстрее.
Ну что, этот тебе нравится больше или первый? Этот? Да ешь, я бы. Кто знает, как отличить настоящий мед от подделки, сейчас покажу. Live product and has biological genetical memory, DNA. Вот так выглядит ДНК меда. Нужно чайную ложечку меда погрузить в воду. И если будет вот такая картинка, значит мед настоящий. Помогите, пожалуйста. Вот, ага. ДНК меда, как соты, да? Да. Вот этот из акации самый такой, самый вкусненький. Acacia it is tree, big trees. Я, ты съешь румяна? There's a flower. А, ляпнула. Да? Алиса уже подъела так нормально, я ее отвела в сторону, потому что переживаю, чтобы аллергии не было. Это малиновый цветок. Сейчас будет бух. Все, больше мед не ешь, а то много будет. А вот так подходит наш день к концу. Мы вернулись в Тбилиси и едем уже домой спать. А в следующем выпуске я покажу вам Кахетию, родину виноделия.